Метод Вима Хоффа, часто называемый методом ледяного человека, за последние десятилетия превратился из маргинальной практики экстремала в признанный во всем мире инструмент биохакинга и оздоровления. В основе этого метода лежат три столпа – дыхательные упражнения, воздействие холода и работа с сознанием, концентрация. Однако именно дыхание является тем фундаментом, который позволяет запустить глубокие физиологические изменения в организме. В этом тексте мы подробно разберем, в чем заключается польза дыхания Вима Хоффа, как оно влияет на биологию человека и почему миллионы людей ежедневно тратят по 20 минут на этот ритуал. Давайте рассмотрим, что происходит внутри человека. Прежде чем говорить о пользе, важно понять физику процесса. Дыхание Вима Хоффа состоит из циклов глубоких вдохов и отпущенных выдохов, за которыми следует задержка дыхания на выдохе, кумбхака, и короткая задержка на вдохе. Во время активной фазы дыхания происходит контролируемая гипервентиляция. Вы активно насыщаете кровь кислородом и, что более важно, максимально выводите углекислый газ, СО2. Это приводит к состоянию респираторного алкалоза. Уровень pH крови повышается, она становится более щелочной. Это временное изменение среды активирует защитные механизмы и заставляет клетки работать в режиме перезагрузки. Задержка дыхания на выдохе создает состояние интермиттирующей или периодической гипоксии. В ответ на нехватку кислорода организм выбрасывает в кровь эритропоэтин, увеличивает количество эритроцитов и оптимизирует работу митохондрий, наших энергетических станций. Во время тренировок происходит укрепление иммунной системы. Самое громкое научное подтверждение метода произошло в университете Радбоуда в 2014 году. Вим Хофф и группа его учеников доказали, что человек может сознательно влиять на свою вегетативную нервную систему и иммунный ответ. Им ввели эндотоксин, мертвую бактерию, который обычно вызывает сильную лихорадку, головную боль и озноб. Группа Хоффа, используя дыхание, практически не испытала симптомов. Теперь о том, как это работает с точки зрения науки. Дыхание Вима Хоффа стимулирует выброс адреналина, но это не тот плохой адреналин, который мы получаем при хроническом стрессе. Это краткосрочный всплеск, который подавляет выработку провоспалительных цитокинов. В результате метод помогает при аутоиммунных заболеваниях, артрите, болезни Крона, рассеянном склерозе, хронических воспалительных процессах, общей сопротивляемости вирусным инфекциям. При практике дыхания происходит управление стрессом и улучшается ментальное здоровье. Современный человек живет в состоянии постоянного микростресса. Наша симпатическая нервная система, реакция «бей или беги», включена почти всегда. Дыхание Вима Хоффа работает как тренажер для нервной системы. Во время дыхания вы добровольно вводите себя в состояние стресса, гормезис, а затем, во время задержки дыхания, приучаете свой мозг сохранять спокойствие в этом состоянии. Это тренирует вагус, блуждающий нерв. К снижению тревожности приводит снижение базового уровня кортизола. Глубокое дыхание стимулирует выработку эндорфинов, дофамина и серотонина, гормонов счастья, и уменьшает стресс. Несмотря на бодрящий эффект сразу после практики, к вечеру нервная система становится более пластичной, что облегчает засыпание. Систематические тренировки повышают энергию и метаболизм. Многие практикующие отмечают, что дыхание Вима Хоффа заменяет им утреннюю чашку кофе, и это имеет под собой научную базу. Первое. Митохондриальное здоровье. Благодаря циклам гипоксии и гиперкапнии клетки учатся эффективнее использовать кислород для производства АТФ – энергии. Происходит сжигание жира. Метод активирует бурый жир, ткань, которая сжигает калории для производства тепла. Это особенно эффективно в сочетании с холодным душем, но дыхание само по себе запускает этот термогенный процесс. Повышается выносливость. Спортсмены используют это дыхание для улучшения показателей. Оно помогает быстрее выводить лактат, молочную кислоту из мышц и увеличивает жизненную емкость легких. При тренировке повышается концентрация и увеличивается ясность ума. В мире экономики внимания способность фокусироваться становится суперсилой. Дыхательная сессия требует полной концентрации на вдохах и ощущениях в теле. Это своего рода динамическая медитация. После завершения практики многие описывают состояние звенящей тишины в голове. Отсутствие лишнего ментального шума позволяет лучше планировать день, принимать решения и заниматься творчеством. Повышенная оксигенация мозга напрямую влияет на когнитивные способности.
Дыхание Вима Хофа – это мягкая гимнастика для сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом. Во время циклов дыхания сосуды то расширяются, то сужаются. Это укрепляет их стенки и улучшает микроциркуляцию крови. Люди с вечно холодными конечностями часто замечают, что после нескольких недель практики их руки и ноги становятся теплее благодаря улучшенному кровотоку. Вим Хоф часто говорит о внутреннем огне – тумма. Помимо биологии, метод дает человеку чувство контроля над своей жизнью. В мире, где мы мало что можем изменить вовне, возможность за 20 минут полностью изменить свое внутреннее состояние дает мощный психологический фундамент. Это развивает дисциплину, силу воли и уверенность в себе. Есть и правила безопасности при проведении практики. Несмотря на колоссальную пользу, метод Вима Хофа – это мощный инструмент, который требует уважения. Никогда не практикуйте в воде, есть риск потери сознания, блэкаута, что в воде приведет к утоплению. Никогда не практикуйте за рулем или во время управления механизмами. Слушайте свое тело. Легкое покалывание в теле, звон в ушах или легкое головокружение – это нормальные физиологические реакции на изменение состава крови. Однако, если вы чувствуете сильную боль, практику следует прекратить. Беременность и серьезные заболевания, людям с эпилепсией, тяжелой гипертонией или серьезными пороками сердца стоит проконсультироваться с врачом. Польза дыхания Вима Хофа выходит далеко за рамки просто насыщения крови кислородом. Это комплексный инструмент взлома собственной биологии, который позволяет стать здоровее, сильнее и счастливее. В эпоху хронической усталости и воспалительных заболеваний этот метод предлагает бесплатный, доступный каждому и научно обоснованный путь к оптимизации человеческого потенциала. Начните с малого, всего 3 раунда дыхания по утрам, и уже через неделю вы заметите, как меняется ваше представление о холоде, стрессе и собственной энергии. Как говорит сам Вим, дышать значит жить. Дышите глубоко и будьте счастливы.